Приветствую всех зрителей нашего канала. За последние несколько месяцев участились обращения владельцев электромобилей с проблемой выхода из строя автомобиля в процессе зарядки. Это были Chevrolet Bolt, Nissan Leaf, BMW i3 и два Volkswagen Golf 16 и 20 года, которые сейчас еще в работе. Еще не разобрался с первым Гольфом, как тут же привезли нам второй Гольф, но это уже 16 года, и тоже автомобиль стоял на зарядке, и после зарядки уже никуда не поехал. Возможно, и по ним сделаю видео, если, конечно, это будет интересно вам, подписчикам и случайным зрителям нашего канала. Если будет интересно, то напишите в комментарии. Ну а сегодня расскажу про BMW i3. Сейчас диагностирую и посмотрим, что за проблема у нас. Так, электроника, электронная машина, сообщение системы автоматической диагностики, управление зарядкой, сообщение системы автоматической диагностики, пониженная мощность сети, управление зарядкой, неисправность в ходе зарядки. Ну что, надо пробовать их удалять и смотреть, пройдет ли этот дефект или нет. Так, после удаления ошибки поудалялись, осталась только панель управления освещением. Bell-Lin, установлена неправильная модель. Ладно, сейчас это нас не интересует. В общем, сейчас нужно пробовать ее поставить на зарядку и посмотреть, будет она заряжаться или нет. Пробег на машине 61 460, короче, 61,5 тысячи километров. Так, хочу проверить, будет ли сейчас заряжаться. Так, зарядка у нас не идет. И выпадает в аварию. В общем, автомобиль у нас не заряжается. Интересно, какая ошибка у нас появилась. Управление зарядкой, сообщение системы автоматической диагностики, пониженная мощность сети, управление зарядкой, неисправность в ходе зарядки. В общем, вот такие вот у нас ошибочки. Так, что у нас по параметрам здесь? Текущие данные по зарядке. У нас пистолет сейчас вставлен, зарядка разрешена, но у нас нету ни напряжения, ни тока. То есть у нас не видит напряжения на входе, из-за этого не заряжается. При этом DC-DC у нас исправный 14,4 вольта и вход 336 вольт. То есть с DC-DC у нас все в порядке. Статус бортовой сети 12 вольт, у нас 14 вольт. В принципе, все у нас остальное нормально. То есть у нас не видит входа переменки в чарджер. А это уже может быть и проблемка и в самом чарджере. В общем, нужно будет тогда лезть туда и разбираться. В общем, сейчас автомобиль у нас по факту заряжаться не хочет, но благо того, что это все-таки Rex Range Extended, он как-то заряжается от двигателя внутреннего сгорания двухцилиндрового мотора, но от сети заряжаться он не хочет. Запустился двигатель для зарядки. Вот так он работает, как мотоцикл, но дело в том, что здесь как раз двухцилиндровый мотоциклетный мотор фактически есть, 0,7 литра, и, в общем, работает он как мотоцикл. Но когда здесь стоят крышки, то, естественно, этого шума не слышно такого. А сейчас без крышки очень хорошо слышно. Провода прозвонил от зарядного порта, но чтобы добраться до самого зарядника, это нужно снять полностью выхлоп. Для того, чтобы снять выхлоп, приходится снимать усилитель и бампер. В общем, все подряд снимаю. И сейчас сниму выхлоп и буду добираться до зарядного блока. Совсем немножко подразобрал, и вот уже он, чарджер, на поверхности. Вот сейчас я его как раз сниму и буду проверять, что там с ним случилось. Возможно, там сгорел предохранитель, но это еще не точно. Буду разбираться, потому что ошибка пишет, что низкое напряжение в сети. То есть тупо зарядник не видит напряжения. Вот хочу посмотреть, почему не видит. Очень, конечно, все компактно здесь, поэтому вытаскивать отсюда что-то очень проблематично. Приходится провода выводить, потому что с
с зарядника провода неразъемные заходят за вот этими кабелями, поднимаются наверх в DC-DC. И вот уже снял этот чарджер. Сейчас надо его вскрыть и посмотреть, будут ли здесь какие-то явные дефекты или же нет. Так, снял крышку. Вот так она выглядит. Хорошо здесь все продумано на разъемчиках. И вот что у нас здесь есть. Какие-то... Как что-то взорвалось. И сейчас хочу вскрыть. Вон трещина. Сейчас хочу вскрыть платы эти. Откручу. Посмотрю, что здесь могло произойти. И запах горелого есть. Короче, сейчас я вскрою и посмотрим, что здесь могло бахнуть. Все-таки вот эта пыль сверху, это как раз следствие какого-то замыкания, что-то взорвалось. И все это случилось по причине того, что какой-то перебой по напряжению был. И вот привело к таким последствиям. Все-таки интересно, что там взорвалось. Хочу туда добраться и посмотреть, что там коротнуло. Выпаял эту плату. Вот как раз видно, что у нас взорваны два конденсатора. И катушки индуктивные, походу, тоже у нас замкнули. А возможно, просто их обуглило там. И все это вдобавок залито компаундом, чтобы не было вибрации. В общем, вот такая вот ерунда. В общем, как вариант, конечно, сейчас будем искать такой модуль в сборе. Потому что кроме того, что здесь выбило, еще могло что-нибудь случиться дальше. Вот так интересно она собрана слоями. И эти хорошо хоть не пришлось выпаивать. Что оно все разборное. В общем, сейчас будем смотреть, есть ли где-то в наличии такое, и сколько оно все может стоить. Не нашли этот модуль бэушным, чтобы он был номер в номер. То, что приходило, немножко не такое, отличалось по конфигурации разъемов и прочих. В общем, владелец заказал новый оригинальный зарядник. И сейчас будем его устанавливать на автомобиль. Вот такая вот распаковочка этого зарядника. Я не знаю, сколько он стоит, но думаю, что не очень дешево. Но владелец любит свой автомобиль и хочет дальше его эксплуатировать. Установил новый зарядник. Сейчас попробую автомобиль запустить и посмотрим, как он запустится или не запустится. И заодно попытаемся его прошить. Запрограммировал блок KLE, он же зарядник. Так, единственное, что после перепрограммирования слетел язык на английский, но обратно вернули на неанглийский язык. И теперь ставим автомобиль на зарядку, и можно будет после зарядки проехаться, протестировать, и тогда отдавать его заказчику. Автомобиль у нас начал заряжаться. 26 Вт-час, 13,6 ампер. Осталось только скрутить все это в кучу, еще раз протестировать, и можно автомобиль туда выпускать. Так, установил зарядник, автомобиль у нас заряжается. И уже даже начал ехать на электротяге без запуска двигателя внутреннего сгорания. В тот раз, когда мы делали такой мотор, я уже рассказывал, что здесь фильтр стоит полностью с корпусом, он не разборный. Он клееный и меняется полностью корпус в сборе. Но из-за того, что здесь мотор служит как генератор, служит для генерации электроэнергии, он работает не постоянно, он не используется для прямого движения автомобиля. То есть напрямую с приводом колес у него связи нет. И по сути это электромобиль, и у него очень маленький бак,
Поэтому не рассчитано, что автомобиль будет ездить на двигателе внутреннего сгорания. Поэтому этот фильтр, по сути, практически на весь срок службы. Я видел в продаже, продаются такие фильтра, но как его проверить, вообще непонятно. Поэтому здесь фильтр вот такой вот, неразборный. Куча тепловых экранов, которые защищают от нагрева из-за огромного глушителя для такого автомобиля. Но он здесь один, и выхлопная магистраль очень короткая, поэтому поставили здесь такую огромную баклушу. В общем, продолжаю собирать автомобиль и протестируем, будем выпускать, отдавать клиенту. Так, еще раз поставим на зарядку и будем заряжать ее. Автомобиль пошел заряжаться. Ток заряда 13,6 ампер. В общем, оставляю на зарядку и пускай автомобиль заряжается. Ну а потом проедемся, еще раз перепроверим уровень охлаждающих жидкостей. И в принципе можно будет автомобиль выпускать. Такая неприятная и дорогостоящая поломка произошла на автомобиле. И все из-за скачка напряжения. И как раз в этом случае очень часто виноваты наши спасители, которые пришли нас спасать, стреливают подстанции, происходит переподключение подстанций, и в связи с этим идут скачки напряжения. Ко всему еще добавляются грозы, которые бывают иногда. Из-за этого автомобили выходят из строя. Ну, конечно же, тест-драйв. Автомобиль зарядили на 22 километра. Сейчас проедемся, посмотрим, как она себя будет чувствовать в движении, и проверим еще раз уровень антифриза. И, в принципе, если все нормально будет, будем выпускать. Вот такая неисправность, которая была вызвана скачком напряжения. А скачок напряжения мог быть из-за того, что периодически в наши подстанции прилетают ракеты нашего соседа, который спасает нас, в том числе от автомобилей. И, как следствие, освобождает нас и от наших автомобилей электрических и бензиновых. Ну, бензиновые по стоимости топлива, а от электрических из-за того, что обстреливают наши подстанции. А при переподключении подстанции идут скачки, и вот и приводит к таким неприятным последствиям. Надеюсь, что больше такой проблемы владелец не испытает на себе. В общем, такое было видео. Если вам нравится такая тематика по электромобилям, то подписывайтесь на канал, будет очень много интересного. До скорой встречи, всем пока!